Привет всем, это канал MBS Electronics из Турции. Постоянные зрители, наверное, в курсе, что последние 1,5 года я нахожусь в Анталии. Приехали друзья, музыканты, бас-гитарист Миша привез свой вот этот классный итальянский комбик мощностью 500 ватт. Этого комбика, в принципе, вполне достаточно, чтобы нам дома посидеть, порепетировать, поиграть. В усилителе комбика один монофонический вход, чтобы подключить туда больше инструментов, ноутбук, клавишу, гитару. Возник вопрос, где бы взять небольшой простой микшер на несколько входов, на 3-4 входа. Посмотрели здесь на популярном сайте аналоги нашего Авито. Самый дешевый микшер китайский на 4 входа стоит здесь примерно 1500 турецких лир. Это довольно дорого. Я решил просто своими силами спаять небольшой микшер, что я и сделал. На всю эту задачу ушел один день вместе с закупкой деталей в местном магазине радиокомпонентов, который, кстати, называется Электромаркет, так же как такой же магазин во Владивостоке. Это обошлось мне в 290 лир, из которых 175 лир стоил вот такой унифицированный пластиковый китайский корпус. Соответственно, все остальные детали, вот кроме коробки, обошлись в 115 лир, включая и небольшой импульсный блок питания, вот такой адаптер на 12 вольт 1 ампер. Такой адаптер здесь стоит 45 турецких лир. Получается, что 2 операционника, 7 потенциометров, ручки для потенциометров, несколько конденсаторов и резисторов, входные разъемы. Все это обошлось 70 турецких лир или около $3. Это схема нашего микшера. Как видите, она очень простая. Представляет собой стандартный инвертирующий сумматор на операционном усилителе. А на втором операционнике у нас собран активный регулятор тембра по низким и высоким частотам. Как видим, микшер у нас получается монофонический. Стереомикшер нам не нужен, потому что комбик, вот эта колонка с усилителем, к которому мы хотим подключить наши инструменты для репетиции, он тоже монофонический, поэтому нет смысла делать стереофонический микшер. Я решил сделать общий регулятор тембра по всем каналам, чтобы можно было подстроиться под частотку этого комбика. А отдельные регуляторы тембра по каналам нам не нужны, потому что для гитары у Саши есть гитарный процессор, там все регулируется. У меня для ноутбука тоже там цифровым методом настраиваются все частоты. Миша свою бас-гитару будет включать непосредственно в комбик, предназначенный для этого вход на его верхней панели, вход гитарный. Там частоты регулируются специально для баса, а мы наш микшер будем подключать в специальный вход на задней панели комбика, предназначенный для входа возврата от возможного какого-то внешнего процессора эффектов. Такого процессора у нас нет, мы его не используем, поэтому будем использовать этот вход как дополнительный линейный вход комбо-усилителя. Таким образом, бас-гитара у нас подключается непосредственно в комбик, специально предназначенный для этого вход для гитары. Микшер у нас подключается в возврат эффекта, и все остальное, что нам нужно, чтобы было слышно, мы подключаем в наш микшер. Получается такая небольшая домашняя репетиционная база на основе вот этого комбика и нашего самодельного микшера. Итак, у нас 4 монофонических входа. По каждому входу есть регулировка громкости. Это вот эти потенциометры на 50 кОм. Входные разъемы — это мини-джеки диаметром 3,5 мм, как на телефоне. 2 потенциометра по 100 кОм — это регулировка тембра по низким и высоким частотам. И еще один потенциометр — это регулировка общей громкости. Потенциометр опять же на 50 кОм. Также у нас будет выключатель питания, светодиод и, естественно, разъем для подключения адаптера питания. Однополярное питание 12 вольт от внешнего адаптера. Искусственная средняя точка для корректной работы операционных усилителей создается делителем напряжения на резисторах R16 и R17 и конденсаторах C5, C6. Эти конденсаторы устраняют возможное переменное напряжение в точке соединения резисторов. При правильной работе в этой точке должно быть напряжение плюс 6 вольт. Это половина напряжения питания. Честно говоря, у меня было опасение, что дешевый импульсный блок питания будет создавать какие-то помехи, шелесты и свисты в сигнале микшера, но оказалось, что все нормально. Микшер работает чисто и никаких помех по питанию нет.
Собирать микшер я буду вот на такой макетной плате. Будь я у себя дома в Владивостоке, я бы, конечно, сделал на своем станке с ЧПУ, но здесь ничего этого нет. Даже утюга нет для лута. Наверное, возьму вот этот кусочек платы, он поменьше, но здесь более чем достаточно площади для размещения всех компонентов. Нет, вы не подумайте, что в Турции этого нет. В Турции, в принципе, есть все. И станки с ЧПУ, и 3D принтеры. Просто я здесь в подвешенном состоянии. Я, собственно, не знаю, где я буду в следующем месяце. Хотя вот это подвешенное состояние уже продолжается 1,5 года. И я все еще здесь. Осталось в пластиковой коробке проковырять отверстие, все установить на место. Плата готова. Вот этот прибор используется как генератор. Можно включить синусоидальную волну. Вот этот второй прибор используется как осциллограф. Режима генератора в нем нет. А вот в этом новом приборе есть режим генератора. Обзор на новый прибор, вот этот, вы можете посмотреть в моем предыдущем видео. Собственно, вот такая получилась плата. На ней довольно много свободного места. Еще осталось для каких-то усовершенствований. К сожалению, здесь в Турции у меня нет возможности сделать печатную плату. Если бы я был у себя в мастерской во Владивостоке, я бы, конечно, развел печатную плату. Я ее разведу для вас. Специально, может, кто-то захочет повторить этот микшер. Я разведу печатную плату в DeepTrace, выложу ее на своем сайте. Но вот здесь в Турции я просто распаял это все на макетной плате. Полупечатным навесным монтажом вот таким. Здесь у меня 2 операционных усилителя, одинарных, в каждом корпусе по одному операционнику. Поскольку я рассчитывал все это под вот такой вот монтаж на макетной плате, поэтому я намеренно купил 2 одинарных операционных усилителя, потому что, ну, как-то более комфортно это делать, распаивать на вот такой макетной плате. Там не приходится сильно мельчить. Если был бы один сдвоенный операционный усилитель, ну, там было бы более трудоемко. Если вы делаете это на печатной плате, лучше и дешевле использовать один сдвоенный операционный усилитель TL082. Потенциометры я подключил сюда только регуляторы тембра, верха-низа. Вот они помечены low и high, высокие частоты, низкие частоты, и один регулятор громкости на один канал. Микшер у нас будет на 4 входа, но я для пробы подключил пока что один потенциометр. Вот видите, он успешно регулирует уровень сигнала. Вот здесь на осциллографе вы видите, как меняется размах осциллограммы. Подключен синусоидальный сигнал на вход вот с этого генератора. И вот эти 2 регулятора, это регулятор тембра. Для того, чтобы проверить, как работает регулятор тембра, я вам всегда советую подавать на вход вашего аудиоустройства именно прямоугольный сигнал. Давайте так и сделаем. Подадим прямоугольничек. Вот так он выглядит на осциллографе. Видите, такие фронты. Там есть такие вот выбросы здесь на фронтах. Это означает, что у нас добавлены высокие частоты. Если мы делаем регулятор тембра, то очень удобно его проверять именно на прямоугольном сигнале. Сейчас я немного растяну осциллограмму, чтобы нам было лучше видно, как изменяется прямоугольный сигнал. Видите, я регулирую высокие частоты. Сейчас я убрал высокие частоты. Соответственно, видим, как заваливаются фронты прямоугольного сигнала. Значит, у нас регулятор высоких частот работает. В среднем положении у нас вот можно добиться примерно нормального прямоугольного сигнала. Если мы будем добавлять высокие частоты, то видим, вот здесь появляется такой выброс или пик. Это как раз наши высокие частоты добавляются. Вот они. Давайте вернем в среднее положение, где-то примерно вот так. И покрутим наш регулятор низких частот. Я поворачиваю регулятор низких частот. Вот сейчас я убрал низкие частоты. Соответственно, видите, у нас идет провал по спаду. Вот здесь, по задней части
прямоугольного сигнала идет вот такой провал. Это значит, что убраны низкие частоты. Вот таким образом у нас разворачивается. Видите, что происходит. Так я добавляю низкие частоты, так я убираю низкие частоты. Если мы добавим высокие и низкие частоты, вот я добавил низкие частоты и добавляю высокие частоты. У нас получается вот такой вот характерный сигнал. Вот сейчас добавлены высокие частоты, добавлены низкие частоты, и есть провал посерединке. Поэтому, друзья, если вы настраиваете какой-то усилитель, либо какой-то предварительный усилитель, либо вот такой микшер, то я вам советую настраивать регулятор тембра, по крайней мере проверять его работу именно на прямоугольном сигнале, если у вас нет возможности снять нормальную амплитудно-частотную характеристику. Для этого нужны специальные приборы. Если у вас их нет, то можете просто проверить вот так на прямоугольном сигнале. Это нормальная практика. Вот эти большие конденсаторы, не электролитические, это пленочные конденсаторы, это на регулировке тембра они стоят, вот эти два конденсатора и вот эти два конденсатора, это регулировка тембра. Несколько резисторов, вот это входные электролитические конденсаторы по 4 входам. Один электролитический конденсатор стоит на выходе. Будет еще один потенциометр на регулировку выходного сигнала у нас. Это электролитический конденсатор входного фильтра. Здесь еще параллельно ему включен маленький керамический конденсатор для подавления возможных высокочастотных помех от импульсного блока. Видите, еще один электролитический конденсатор. Это искусственная средняя точка. Делитель напряжения, собранный на двух резисторах на 10 кОм. И со средней точки этих резисторов на землю вот еще два конденсатора. Один электролит на 47 микрофарад и маленький вот этот керамический конденсатор на 0,1 микрофарады. Опять же для обрезки возможных высокочастотных помех. Обязательно их нужно ставить, чтобы предотвратить какое-то самовозбуждение. Некоторые операционники более склонны к самовозбуждению, некоторые менее. Но лучше блокировочные конденсаторы всегда устанавливать на плату. Вот такой турецкий припой я использую, 200 грамм, довольно дорого он здесь стоит. 200 грамм стоит примерно 300 лир здесь. Во Владивостоке у меня этого припоя целый мешок. А вот здесь приходится покупать. Здесь я не видел в продаже канифоль, кстати. Эту канифоль мне привез мой друг Макс из России, заказал ему канифоль, он привез мне канифоль. Здесь в основном используют вот такие флюсы. Вот такой хороший флюс, кстати, считается вот этот. Считается хороший качественный флюс.
Вообще. Полет шмеля, что ли? Да.